Всех приветствую, всем прекрасной среды. Сегодня мы с вами посмотрим тоже коротенький такой расклад на тему, что вас волнует и как быть. Как быть. Так, позиции видите перед собой. В эту пятницу на блиц-консультации я предлагаю тему расклада без вопроса. Ну, иначе это поток. Вот. И также напоминаю, что вы в любой момент можете обратиться ко мне на беседу со смыслом, если вдруг вам интересно со мной побеседовать. И эти беседы, они не только о раскладах. Вы можете со мной поделиться чем угодно, спросить мое мнение, если вам интересно. Вот. И просто пообщаться. Так, позиции определены. И мы приступаем сразу к позиции номер 1. Голубенький камешек. Так, единички. Первый вопрос. Что вас волнует? Какие-то новые возможности, перемены в лучшую жизнь и, как следствие, финансовый аспект. Но здесь вот такое ощущение, что зарождается что-то новое. Либо клюют какие-то перемены, либо вы их хотели бы. Да, такое чувство, что вы в предвкушении каких-то новых изменений в своей жизни. Вы их чувствуете, вы их интуитивно ощущаете. Но пока, что касается чего, это не совсем возможно понятно. Вот, хотя у вас есть чуйка, которая говорит о том, что речь идет о каком-то успехе, что ли. Каком-то успехе. Вы как будто в предвкушении. Как-то интуитивно понимаете, о чем здесь речь. Да, что-то новое. Во-первых, вы над чем-то трудитесь, вот, и вы понимаете, что вот ваши труды, они не пройдут бесследно, да, что это даст обязательно какие-то свои результаты, что то, что вы сеете сейчас, будет для вас во благо. Да, вы как будто бы долгое время сидели, теперь решили двинуться вперед. Да? Да, здесь какое-то развитие и касательно профессиональной сферы, я бы так сказала, и как следствие финансы. Касательно работы. Вы как-то вот созрели для чего-то. Для чего вы тут созрели? Но вы готовы выйти уже на более зрелую такую позицию, готовы отказаться от того, что вас ранило, огорчало, разрушало, вот, и как-то дальше развивать более активно, да, и скоротечно ситуацию. В общем, что вас волнует? Вас волнует сейчас профессиональная сфера, ваше развитие. То ли вы идете на расширение в профессиональной сфере, то ли вы здесь созрели для каких-то перемен. Какие конкретно сказать не могу, но как следствие вот этих изменений вы получите более качественную жизнь, что ли, уровень жизни. И эти перемены, они здесь благостные. Вот. Что конкретно, вы еще не знаете. Здесь нету четкости, ясности. Вы как будто бы идете интуитивно, да, на ощупь как-то. Здесь у вас нету ни плана, нету понимания, вот куда вас выведет, но вы движетесь параллельно вместе с тем, куда вас ведет. Вот это вот вас волнует сейчас, и как вам быть, организовывать свой процесс по мере возможного, иметь внутри себя такие, знаете, благостные мысли. То есть стараться, если так можно сказать, здесь не про визуализацию, а именно про мыслительный процесс. Мыслить о богатстве, об изобилии, представлять и ощущать ту жизнь, которую вы хотите. Именно проживать. Да? И вот эти вот состояния, они притянут к вам правильное, верное направление. То есть они как будто бы вас выведут. Здесь идет такой процесс сотрудничества, я бы сказала. С одной стороны, это ваши действия, но они как у слепого котенка. Неизвестность в неизвестность в никуда. А с другой стороны, здесь как будто бы вас действительно ведут силы,
И вы как будто помогаете себе, а они помогают вам. Вот какой-то такой здесь симбиоз. Что еще вам нужно здесь сделать? Ну вот, сменить, да, свою позицию недостатка и каких-то лишений финансового плана и изменить их на более какой-то позитивный настрой. То есть не воспринимать финансовый аспект как какую-то ношу, как обязательство. Здесь надо изменить свое видение, да, вот то все, в принципе, о чем здесь речь идет. То есть как будто бы силы, они вас выведут туда, куда надо, но и вы параллельно должны сменить свою модель мышления. Мыслить больше здесь не то чтобы позитивно, а о том, что вы хотели бы иметь, да, то есть вот как-то представлять это для себя, проживать эти состояния, которые вам тут необходимы. Здесь нужно успокоиться, да, в первую очередь, потому что здесь бывают такие моменты, когда вот вы очень видите мир, вот вроде бы все идет позитивно, а потом как-то что-то происходит внутри вас, и вас накрывает пессимизм. Вы начинаете немножко стрессовать на этот счет, что вот мне не хватает денег, либо лишения, ну, то есть иногда начинаете страдать. И вот здесь вот эти, ну, это как остаточное какое-то явление, потому что перемены-то внутри вас идут, внутри вашего характера. Вот, с одной стороны, вы становитесь более реалистичны, более прагматичны, а с другой стороны, вот это вот желание эмоций, да, вы его можете перевести в творчество, именно в визуализацию. И моменты страдания, они уже здесь уходят на второй план. Вы уже как-то, ну, не знаю, созрели для какой-то более зрелой позиции, зрелого подхода и понимаете, что, ну, вот это вот страдальческие какие-то моменты, они уже не совсем вас выражают, да, то есть, но вы их уже в некоторой степени пережили, они вам уже не нужны. То есть когда-то они выполняли вот эти все страдания, переживания, свои какие-то цели и задачи. Сейчас у вас как будто цели и задачи изменились, и страдать вам уже как будто незачем. Ну, то есть функция страдания, она уже исполнена, ну, то есть выполнена. Вы уже от этого отказываетесь, да, приходите к чему-то такому более лайтовому формату, вот, но при этом как-то мне показывает здесь человека, который, с одной стороны, такой прагматичный, а с другой стороны, он не утратил своей духовности, но вот у него такое, знаете, восприятие мира, что более, не знаю, как-то более легкое, не легкомысленное, а более легкое. Здесь как отношение к жизни сменилось, да, человек как-то вот больше получает удовольствие от того, что он проживает, то, что с ним случается. То есть сама жизнь, она как будто его больше заинтересовала здесь, нежели вот прежний вот этот вот формат детского поведения страдальческого для того, чтобы что-то получить. То есть вы как будто для себя нашли здесь другую модель реализации своих желаний, либо там привлечения внимания, либо еще что-то. Вот что-то новое вы для себя здесь придумали, и это вот как какой-то другой уровень, более качественный, и вы посмотрите, что жизнь начнет меняться в лучшую сторону. Вот здесь и нету карт, указывающих на увеличение финансового потока. Я здесь его вижу, что ваши вот что-то изменилось, и ваши деньги идут к вам. Вот вы как будто бы начали дружить, что ли, с деньгами. Что такое здесь хочется сказать? Ну, хорошая позиция, в принципе. Так, это первая позиция. И мы с вами переходим к позиции номер 2, к красному камешку. Что волнует вас? Что вас волнует? Что вас волнует? Какие-то перемены здесь тоже идут. Медленные перемены, но они есть. Здесь как будто бы человек наполнился энергетически, да, и вот он хочет, он как будто бы рвется в бой. Я не знаю, то ли этот бой направлен на какие-то перемены, на какие-то изменения. Вот
такое ощущение, что вот человек здесь просто очень хорошо отдохнул, восстановил свои ресурсы, и он готов трудиться. Вот здесь такая энергия. Хочу действовать. Хочу вот как-то, я не знаю, сражаться. За что вы тут хотите сражаться? Да, за какие-то перемены. За какие-то перемены. И уже не хочу разочаровываться, не хочу огорчаться. Здесь человек как будто бы поверил в себя, но поверил не через мыслительный процесс, да, что-то там осознал, а вот как-то такое ощущение, знаете, что вот вы как будто бы получаете удовольствие от себя. Как человек, который вкусил какой-то праздник, что ли, какую-то радость, ему так понравилось, и он говорит, а я вот теперь хочу вот так. Теперь я хочу вот так жить. Не знаю, может быть, вы куда-то поехали, и вам там понравился дизайн помещения, да, либо ландшафта. И вы говорите, я себе хочу такой. И вот вернулись, да, и сделали там, например, ремонт в своей квартире, да, вот, и потому что я хочу так, и вот у меня теперь будет так, как я видела в том месте, и теперь я буду жить вот аналогично. Либо, ну, вот такое ощущение, что вот вы перенимаете какие-то повадки, либо какие-то поступки, которые вам нравятся. Вот вы как-то их где-то попробовали, такая ассоциация, знаете, сходили в гости, попробовали какой-то рецепт, вам очень понравилось, вы попросили его, и теперь сами готовите так и наслаждаетесь. То есть здесь человек, который получает удовольствие, что-то он попробовал, ему понравилось, не знаю, может быть, попробовали какой-то такой поступок достаточно храбрый, да, решились на что-то, и получили какой-то позитивный результат. И теперь говорить, оказывается, это классно быть храбрым, да, я теперь буду так жить. Вот здесь что такое? Что такое? Какая сфера вас здесь волнует? Ну, здесь несколько сфер может быть, да, здесь не одна, здесь несколько сфер. Одна, конечно же, да, может быть связанная с эмоциями, я бы так сказала, не с личной жизнью, а именно с эмоциями, то, что вас наполняет. Вот. А другая сфера, она каким-то образом имеет отношение к целеполаганию. Но это может касаться чего угодно. Это может касаться и сферы развития, да, там, самопознания, духовного роста, а может касаться и профессиональной сферы. Может, вот здесь даже не столь сфера, сколько состояние. Вот что-то вас такое накрыло, и вы говорите, я хочу двигаться. Вот я прям поставила себя, какую цель вы тут себе ставите? Ну вот, 9 кубков, наслаждение, удовольствие. Где-то, говорю же, что-то попробовали, вам так понравилось, и вы говорите, вот теперь я буду так жить, да, в свое вот как-то удовольствие. То ли, наконец-таки, себе что-то разрешили, и вам это понравилось, и вы как будто бы хотите теперь жить вот в такой новой парадигме. Не могу здесь сказать, какой сферы касается. Хорошо, как вам быть? Как вам быть? Ну, строить какие-то планы, думать о том, как можно жить в таком вот именно настрое. Причем планировать свое будущее. Угу. Свое будущее такое вот, которое бы вас удовлетворяло, радовало, и постепенно меняться в этом направлении. Здесь не скорые какие-то перемены будут, это не изо дня в день, это постепенно, но вот вам как будто бы нужно продумать план ваших дальнейших действий, то есть как вы сможете жить именно вот в такой парадигме, что для этого нужно сделать. Да, постепенно будете внедрять какие-то новшества в свою жизнь для того, чтобы разрушить вот эту вот стабильность, в которой вы жили до этого момента. Ваше мировоззрение, оно будет меняться, и здесь подсказка о том, что вы движетесь в правильном направлении, да вы это и знаете, что вот наконец-таки как будто бы нашли для себя здесь не дело, которым вы хотите заниматься, а вот какое-то такое, знаете, состояние для себя, поняли, что это не про счастье и не радость, а здесь какая-то другая энергия, не знаю, позитива, что ли,
какого-то удовольствия, вот, вы как будто бы словили какое-то удовольствие, не знаю, удовольствие от жизни, удовольствие от чего-то, от получения каких-то результатов, и вы себе говорите, вот теперь я буду жить с удовольствием, либо теперь я буду жить в удовольствии. Да, вот что-то такое тут есть. Ну, хорошо, здорово, дерзайте. Здесь движение, вот вы прям готовы рвануться в бой, прям вот хочется действовать, активничать, общаться. Хорошие такие энергии. Если у вас есть заранее какой-то проработанный план, то вот прямо сейчас самое подходящее время его реализовывать. На таких энергиях все как будто бы получается. И причем вы это делаете с удовольствием. Так, позиция номер 3. Зелененький камешек. Что вас волнует? Здесь какой-то момент переосмысления, да, 4 мечей. Вы как будто бы сами себя подвесили за ногу, остановили какой-то процесс для того, чтобы что-то пересмотреть, что-то вас здесь... Такое ощущение, что что-то увидели, что-то... Вот до какого-то определенного момента вы это упускали. А потом как-то так случилось, что вот вы мельком обратили внимание на что-то и говорите, вот это вот то связующее звено, которое я упускала. Мне надо теперь, исходя из новых данных, полученных, да, надо как-то вот заново проанализировать ситуацию. То есть вот что-то ранее вы какую-то составляющую упускали, сейчас вы ее нашли и стараетесь вот как-то вписать, не знаю, куда-то вы хотите что-то вписать, вставить. И для этого вам нужно время на подумать. Как будто бы еще здесь заранее к чему-то подготовиться. Ну, для кого-то это может быть в реальной жизни какие-то процессы, связанные либо с документами, либо с госслужбами. Вот. И временно вы как-то вот отстраняетесь от дела, отстраняетесь от людей для того, чтобы что-то здесь продумать. Что-то здесь продумать нужно. Угу. Ну, плюс ко всему, сейчас еще не время, я бы сказала, да, чтобы что-то решать, чтобы что-то делать, потому что есть какие-то факторы, которые вас так или иначе будут останавливать. И вот вы как будто бы, пользуясь этим шансом, временем, решаете что-то для себя более важное такое. Что еще вас тут волнует? Как вы очиститься, освободиться от чего-то хотите? От чего вы хотите тут освободиться? Ну, для кого-то это общение, для кого-то это общение, а для кого-то здесь, ну да, скорее всего, от каких-то людей вы хотите здесь очиститься, которые вот не несут вам какой-то пользы. То есть здесь, может быть, человек как-то пересмотрел свое окружение и понял, что что-то не те люди меня окружают, что на самом деле они, допустим, не способствуют какому-то моему успеху. Очень напоминает, как, знаете, как соцсети. Вот когда зайдешь, а потом не успел, как говорится, глазом моргнуть, а уже там час, два, три прошло. Как потрачено это время. Здесь такое ощущение, что есть какие-то люди, которые вот у вас в кавычках воруют время. То есть, ну, вы им сами это время даете, уделяете, но здесь вот они все время как-то... Вроде бы ни о чем. Вот пришли, просто поболтали, но вот на это потратили время. И вы как будто бы, не знаю, то ли что-то здесь пересмотрели для себя, то ли поняли, куда вы сливаете энергию. Но здесь не в негативном ключе, здесь люди не вампиры. Просто здесь люди, они как-то, вот я не знаю, то ли они вас отвлекают, то ли, ну вот как будто бы это лишние какие-то люди. Если вот вы... очиститесь от них, здесь будет только вам во благо. Вы не почувствуете их недостаток, вы не почувствуете о том, что вот какие-то важные люди ушли из вашей жизни. Нет. Что еще вас волнует? Ваши внутренние какие-то переживания здесь. Ну, это здесь можно предположить, что касается финансового аспекта, либо каких-то обязательств, которые у вас есть. То ли вам здесь надо что-то завершить.
Знаете, здесь может быть такой момент, допустим, если вот в таком контексте, как сейчас рассматриваю, как вариант, вы выплачивали там ипотеку, да, и вроде бы, в принципе, там последняя часть осталась выплаты, и вдруг неожиданно вы в договоре в своем находите о том, что вы еще там должны что-то экстренное заплатить. И вот вы думаете, блин, я на это не рассчитывал, у меня нет на это денег, да, то есть деньги рассчитаны на последнее вложение, а вот что-то такое экстренное, я не знаю, где мне найти деньги. Но здесь человек, который что-то заметил, что ранее не замечал, и это вот касается финансов. То есть такое чувство, что вот уже все подошло к какому-то концу, завершению, и должна была поставлена быть точка. То есть очищение должно было произойти. Но его как будто бы не случилось, потому что вот какую-то отсрочку по времени здесь ситуация взяла, либо какой-то человек вот какую-то отсрочку взял. Касательно чего? Вот я говорю, касательно каких-то обязательств, касательно каких-то договоренностей, каких-то правил. И это связано как-то с деньгами, причем с большими деньгами. Так, как вам быть? Как вам быть тут? Ну, изначально надо как будто успокоиться, да, действительно, закрыться немножечко для того, чтобы решить, закрыться от других людей, я имею в виду, для того, чтобы прояснить в своей голове, как я дальше буду делать, действовать. Но здесь переживать не нужно, потому что информация у вас есть, самое главное, есть опыт, как это решить. Я не знаю, насколько у вас есть финансы для того, чтобы решить эту задачу, но опыт однозначно у вас есть и понимание, как и что нужно сделать. Здесь вот поэтому вот вы как-то вот отдаляетесь, закрываетесь для того, чтобы прояснить голову. Здесь задача может быть серьезная на самом деле, да, но она сложности для вас не составляет. Вам нужно как-то вот бывает так иногда, да, хочется взять ручку, бумажку и записать. Вот этому столько должна, вот это столько должна. Не потому что вы это не знаете, а потому что когда это наглядно, и вы видите перед собой, вам так проще в дальнейшем распределять там финансовые какие-то свои затраты, да, то есть выставляя напротив каждого имени галочку, что вот это отдано, и вот этому отдал, и вот этому отдал. Здесь необходима ясность, но решение, оно у вас уже есть. Вот просто такое вот, знаете, чувство, что вот вы купили в дом полки, и у вас есть вещи, которые нужно положить на полки. Но вот конечного вот этого вот результата, когда вещи находятся на полках, у вас еще нет. То есть вам нужно, купить-то вы купили, а надо теперь их собрать и прибить, повесить эти полки, для того, чтобы потом на них положить необходимые предметы. То есть вроде бы все составляющие есть, но нужно эти полки развесить, прежде чем все разложить по полочкам. И вот вы сейчас вот этим вот и занимаетесь, да, тем, что вешаете, как говорится, эти полочки, чтобы на них потом положить все, что необходимо. То есть вот по сути все, что вам нужно для решения, у вас уже есть. Просто нужно как-то структурировать этот процесс. Еще как быть? Не закрываться от тех перемен, которые грядут, да, от тех возможностей, которые здесь... Причем эти возможности, они могут сопровождаться и параллельно с какими-то препятствиями. То есть здесь вам от этого всего не нужно закрываться. Вот, вы справитесь. Здесь нету даже сомнений о том, что вы не справитесь. Вы справитесь. Просто здесь еще, знаете, не нужно закрываться от каких-то своих желаний, да, своих каких-то мечт. Потому что может быть такое, что... Блин, опять какие-то трудности, сложности, да, то, что вы здесь проживаете, и опять приходится как будто бы какие-то свои желания, либо свои мечты оставлять на потом. Здесь речь идет о том, что не надо этого делать. Реализуйте. Да, потому что в прошлом вы так делали, да, потому что всплывала как, не знаю, какая-то задача, и вы вынуждены были вот свои собственные желания откладывать на потом. Вот здесь этого делать не нужно, не надо повторять моменты прошлого, потому что они будут водить вас вот это вот, ну, это иллюзия какая-то, это обман. Но вот решение задачи, оно каким-то образом связано вот с целью, то ли
Здесь не прямая связь. Здесь не то, что вы решаете какую-то задачу, связанную с этим желанием. Но вот от того, что вы здесь сделаете, будет зависеть вот эта вот звезда, вот это вот ваше желание. Да, ну здесь финансовый вопрос вы решаете. Сможете ли вы его решить? Однозначно. Аркан мага. Есть у вас все ответы, просто вам нужно взять и сделать, что здесь необходимо. Но вот пока вы будете это решать, обдумывать, не надо откладывать свои желания. Вы их можете делать как будто бы параллельно, либо дать себе какое-то время, что вот я вот это вот закончу, и потом я займусь вот этим делом. Но не откладывать именно в долгий ящик. Вот что я имею в виду. То есть не отказываться от этого желания и не откладывать его в долгий ящик. По возможности продолжать. Здесь такое ощущение, что человек шел по дороге, да, и вдруг кто-то его позвал, и он вынужден был сойти с дороги, чтобы пойти вот как-то поговорить с человеком в стороночке, а потом, когда разговор закончится, он заново выйдет на дорогу и пойдет своим путем. Вот здесь вот эта вот проблема, это как диалог вот с этим человеком, да, в сторонку отошел, то есть отклонился от своего пути, не полностью ушел с дороги, а вот как будто бы просто отклонился. И он выполнит все свои дела, а потом вернется и пойдет заново по дороге вот именно к своей мечте, по своему зову. То есть здесь не нужно расстраиваться и считать, что все, блин, опять в дальний ящик отложил, реализация своих желаний, ничего не получится и так далее. Нет, здесь такого нет. Вот такой был для вас сегодня расклад. Коротенький, наверное. Да, меня это радует. Но, в принципе, когда нету таких глубоких раскладов, да, и можно сделать и короткие. Не всегда надо глубокие, просто я говорила, что какой-то период будет такие более легкий формат раскладов, ну, потому что период сам он располагает именно к отдыху, а не к тому, чтобы заморачиваться. Вот. Но это не говорит о том, что я полностью отказываюсь от каких-то таких более серьезных раскладов. На этом все. Напоминаю, что у меня есть телеграм-канал. Если вы хотите еще больше раскладов, помимо тех, что выходит здесь на YouTube, вам придется подписаться. Придется, да, такое выражение интересно. Подписывайтесь на телеграм-канал, там есть дополнительные расклады, дополнительные темы, которых нету здесь. Вот. Ну и плюс ко всему там периодически делюсь разной информацией, на мой взгляд, субъективной и интересной. Не знаю, какого мнения участники телеграм-канала. Вот, но мне кажется, я стараюсь, по крайней мере. Так, прощаюсь с вами до пятницы. Всем пока-пока.